Что чувствует человек через 8 месяцев после переезда в другую страну и что чувствует тот, кто живет в эмиграции уже почти 5 лет? В этом видео две девушки, Лиза и Катя. Обе уехали из Москвы, обе выбрали Лондон, но ощущают эту жизнь совершенно по-разному. Мы поговорим честно. Становится ли со временем легче? Исчезает ли ощущение «я здесь чужая?» И правда ли, что через несколько лет эмиграция может разочаровать сильнее, чем в первый год? И, конечно, попробуем ответить на главный вопрос, а стало ли в Великобритании действительно хуже жить или это просто меняемся мы? Привет, я Лиза. Я живу в Лондоне 8 месяцев, и мне часто говорят, что я пока еще в розовых очках. Всем привет, меня зовут Катя, я живу в Лондоне уже 4,5 года, и у меня, конечно, уже взгляд на жизнь в Лондоне совершенно другой. Мы сегодня обсудим, как мы вообще переезжали, почему выбрали именно Лондон. А также расскажем о районах, в которых мы живем, и об их плюсах и минусах. Поднимем, конечно, эти острые вопросы безопасности, мигранты, медицина. И также обсудим психологический аспект и расскажем, какие этапы люди проходят в эмиграции. Давай вообще начнем с того, как вообще ты переехала, как ты здесь оказалась. Да, я переехала в 21 году в dependent визе, независимая виза, потому что мужу предложили работу, он software engineer, и ему предложили работу тогда еще в Фейсбуке в 2020 году. Вот, и, собственно говоря, мы переехали, у него была skilled worker виза, а мне досталась dependent виза. У меня сейчас вот такая же ситуация, в принципе, мы с мужем приехали, я тебя... Мой муж потом перешел на Global Talent визу. По Global Talent визе ты можешь через 3 года получить ILR. Это вид на жительство. А через 5 лет получить гражданство. По моему пути все еще 5 лет можно до получения ВНЖ и 6 лет до получения гражданства. Но вроде как, когда он будет гражданином, у меня там меньше уже этот гэп. Поэтому я смогу сразу после получения ВНЖ подаваться на гражданство. Это будет вот в следующем 26-м году. Ну, как у тебя вообще в целом ощущения? Ты скорее жалеешь, не жалеешь? А, Хотела бы ты отмотать все назад? Э, Нет, ну как бы я бы не хотела отмотать. Мне кажется, в любом случае это был классный опыт переезда и эмиграции. Как бы подумали, а почему бы и не попробовать тогда еще там в 2020-2021 году. Вот. Но, конечно, у нас были такие более какие-то романтические представления, да, ожидания. Но я еще вообще совсем была маленькая, мне было 22-23 года. И, конечно, мне это все представлялось каким-то романтическим путешествием, где мы будем за ручку бегать около Биг Бена, типа, да. И, конечно, в итоге это все оказалось намного сложнее, чем представлялось. Мы точно так же приехали после визу. Первая наша иммиграция, она произошла в 22 году. Мы уехали из России. Э, Все понимают, в связи с какими событиями. Жили сначала в азиатских странах довольно долго, в Малайзии, на Бали. Потом мы прожили почти 1,5 года в Германии. Вот, получили там вид на жительство. И вот в какой-то момент мужу приходит офер на работу в Лондон. С учетом того, что мы уже столько всего перенесли, вот, у нас, конечно, были мысли, типа, соглашаться, не соглашаться, стоит ли оно того. Нам по 30 лет, короче, обоим. То есть вроде как это такое, знаешь, шанс, вот именно если это делать, то только сейчас делать. Дальше уже, конечно, все будет сложнее. Растет у нас есть дочка, растет дочка, сложнее будет с ее образованием и так далее. Мы решили просто попробовать, рискнуть. Мы никогда не были в Англии и в Лондоне до того, как мы сюда переехали. Это был такой переезд вслепую, да? Да, да, это был приезд по фильмам, книгам и так далее. Но меня в каком-то видео даже муж говорит, когда я его спрашиваю, типа, чё, почему мы переезжаем? Он говорит, ну, потому что я очень люблю английский футбол. В принципе, вся мотивация. Что было самой главной сложностью? Чего ты не ожидала? Проблемы с квартирами. И вначале мы очень хотели пожить вот в таком красивом викторианском доме. То есть вот в тех самых оранжево-белых кирпичных домиках двухэтажных на вот такой классической английской улице. Это был район Хайгейт на севере Лондона.
Это такой вообще супер классный район, Я классический, слышала. да, где вот очень много именно британцев живет. Знаменитость. Да, знаменитостей, там довольно дорогое жилье, но оно стоило нормально. Ну, снимать было нормально в тех вот викторианских домах. Мы сняли буквально на соседней улице. Нам просто очень не повезло с соседями. Была какая-то семья с 3 детьми, и кто-то из взрослых, видимо, работал какую-то ночную смену. Вот, он ночью вставал, шумел, мы все время просыпались. В общем, там были все прелести вот этого старого жилья. Тонкие Тонкие перегородки. стены, да, и там зимой задувает в эти окна. Короче, мы через 4-5 месяцев решили опять переезжать. Вот. И уже с тех пор мы выбирали именно новые дома, то есть такой new build, и с тех пор стала получше ситуация. И, в общем, да, я не ожидала, что это будет настолько проблемно просто найти нормальное, адекватное жилье, чтобы как-то все было Абсолютно. У меня ровно такой же. Наверное, если бы меня спросить, что здесь самое сложное всего того, что мы за 8 месяцев прошли, это процесс поиска жилья. Ну, насколько я знаю, у вас детей пока нет. У нас есть ребенок, дочка, и там все еще в 10 раз сложнее, то, что тебе нужно просто к школе съездить, к нормальной. Из-за этого мы были очень сильно ограничены тоже в выборе. В итоге, сколько, полтора месяца, по-моему, я искала квартиру. Муж сразу же, когда мы приехали, вышел на работу. Как мы въехали, практически сразу в фулл-тайм. И это все легло на меня. И я тоже, короче, у меня были рыдания из-за того, что не купить, ну, банально, ты типа приезжаешь смотреть квартиру, она тебе нравится, и тебе агент говорит, ну, ее только что сняли. Вот, это обычная история. Я вообще про то, какую в итоге мы квартиру снимала уже видео. Я знаю, что у тебя тоже есть обзор того жилья, в котором ты живешь. Вот, мы оставим все ссылочки, если интересно, можете посмотреть, как выглядят вообще квартиры, дома. У меня на самом деле это видео, это не то жилье, в котором я сейчас живу. Серьезно? Вот, ты уже Ты переехала. новое не снимала? Нет, я не снимала. Надо снять. Расскажи про свой район. Я сейчас по нему как раз приехала поближе к Кате. Он очень интересный. Мне показалось, что он очень такой современный. Лесу я тут увидела в дневном свете. Я живу, получается, в районе между Хакни и Херингей. Это, получается, вторая, третья зона Лондона. Да, вот конкретно здесь очень много ньюбилдов, поэтому, да, выглядит так современно, но на самом деле, если вот так буквально на соседнюю улицу отойти, то там уже будут вот такие старые дома. Да, converted houses. Хайгейт, он на черной ветке, получается, Northern Line, а сейчас мы живем на Piccadilly Line, ближайшая, и да, очень удобно добираться, то есть это 15 минут на метро до Кингс-Кросса, то есть это уже почти самый центр. Мне сейчас очень удобно ездить. Я работаю на Холборн станции, и мне получается прям вот от двери до двери офиса ехать 40 минут. Если еще побыстрее бежать, то можно за 30-35 успеть. То есть это супер удобно. Конечно, слушаю рассказы своих коллег, которые ездят на электричках там, из пригорода с абсолютным ужасом, потому что, да, транспорт здесь это отдельная история. Особенно если какая-нибудь забастовка или что-нибудь сломалось. Да, очень часто вот эти страйки бывают. Я думаю, в принципе, единственный плюс жизни вот так близко к центру, то есть в второй и третьей зоне, это только если ты работаешь где-то в центре, что это значительно экономит время и деньги на... И деньги, потому что это очень дорого, может быть, ехать нам из какой-нибудь пятой зоны в первую, еще в час пик. Это ползарплаты можно просто отдавать спокойно, да, в месяц. Что ты вообще, какие у тебя впечатления о том районе, где ты сейчас живешь? Еще, когда мы договаривались о съемке, Катя сказала, что так, ну в парке мы снимать не будем, потому что там сопрут телефон. Проблема с телефонами есть вообще по всему Лондону. В Да, центре еще. Да, я сижу в центре, и вот у нас здесь орудует прям банда. Есть чат, называется типа Crime Alerts. То есть люди туда скидывают, если видят, что что-то происходит, и они скидывают туда, когда они видят вот эту банду, что банда вышла на охоту. Они ездят на велосипедах? Да, они ездят на вот этих электронных велосипедах, в балаклавах, и все в черном.
эта компашка буквально каких-то подростков, ну, она какая-то малолетняя, и они ездят на вот этих скутерах и просто дергают телефоны и уезжают. Это очень быстро Да. происходит, и ты не успеваешь на Да. самом деле ничего. Обычно происходит так, что ты вот так идешь в телефоне, залипаешь, они подъезжают сзади со спины, дергают телефон, и всё, и уезжают. То есть здесь редко, очень редко бывает такое, что прям нападают. Ну, не знаю, такого не было. Там прям нападали и отбирали что. То есть если там прям ночью идти по переулку темному. Мгм. А так вот днем это просто выхватывают. Или, ну, или маленькие сумочки вот такие женские, если Сорвать такие, телефон, да. который, да. Или телефоны. Ну, в плане именно, как я поняла, вот насильственных, да, каких-то нападений и так далее, это конкретно здесь это У нас были, бывало, да? были случаи, ну, какие-то тут, ну, разборы, как бы, банд между собой. Мгм. То есть там вот в таких вот домах подальше, такие, я думаю, это council house. Социальный, Да, да. социальное жилье, да. Ну, про Ричмонд я ничего не могу сказать такого. Ну, это реально просто очень богатый район. В Хайгейте тоже ощущалось спокойно, да. Ощущение, что там вообще никто ничего не боится. Вот, прилично одетые люди. Я там даже... Ну, я видела там пару раз бомжей рядом с Ричмонд Стейшн. Вот самой. Вот, которые живут в какой-то там палаточке, вот. Что-то, Ну, знаете, что мы пошли с тобой в Пусбери парк. там есть, Там, да? ну, сейчас уже холодно стало, с декабря уже прохладно им стало. Так, когда было лето, там просто по периметру парку такой шахматочный городочек, они устраивают себе. Ну, там я видела красивый парк, я тоже там Да, была. да, они как бы это, ценители прекрасного, они там себе в пальмах каких-то мини-кемпы устраивают, и там еще их подкармливают, там есть какой-то шелтер, вот, и им выдают там какао, просмотр фильмов, еду, да, это всегда по словам Кинзи. Как ты знаешь, это очень смешной рилс висится, потому что, типа, ты натыкаешься на бомжа, и единственная разница между тобой и им, что у него есть паспорт. Да. Слушай, вот ты рассказала про сложности с жильем и квартирой. Был ли момент, когда ты прям пожалел, да, потому что вы приняли решение? Да, был. У меня даже я такую вывела со временем таймлайн жизни иммигранта. Я у себя Что видео, происходит? да, у себя видео, даже у меня и короткое видео есть, и длинное, как бы, да, что происходит. И вот, я не знаю, согласишься ли, ну, Я на 8-м месяце. да, Я на 8-м месяце не беременности, а, конечно, переезд. Что происходит на 8-м месяце? в общем, такой таймлайн. С 1 по 12 даже, наверное, 18 месяц, в первый год-полтора. Нет, давай лучше первый год. Первый год это, ну, такие розовые очки и такое романтичное представление. Даже когда с какими-то сталкиваешься трудностями, все равно тебе как-то кажется, что зато здесь так красиво, зато Это же Лондон. да, это же Лондон, и какие-то вот есть, да, такие, ну, розовые очки. Потом следующий этап это вот там второй год, когда такое приоткрытие какой-то реальности, которую ты снимаешь, и уже начинаешь замечать какие-то минусы, но все еще не разочаровал полностью. Потом самый жесткий период, это, мне кажется, где-то спустя второй-третий год, там, может, у кого-то он растягивается, на такой период, когда ты уже просто жалеешь, что ты переехал, тебе все не нравится, все раздражает, тебя бесят люди, тебя бесит погода, бесит условия, бесит цены, и, в общем, ты видишь реально просто одни минусы от этого переезда, и одновременно с этим накатывает прям какая-то жесткая ностальгия, и там ты скучаешь по своим там, родным, близким, ты видишь, как там идет жизнь в стране, из которой ты уехал. Вот, но как бы это, я думаю, у всех будет так, независимо от того, в каком вы города уезжали.
ты просто сравниваешь там, себя со своими знакомыми, которые остались в городе, в своей стране родной, смотришь, что было, что происходит у твоей семьи, уже там у твоей семьи какие-то происходят изменения, у твоих Они все живут без да, тебя уже свою жизнь. да, ты выпадаешь немного из какого-то контекста и чувствуешь себя очень изолированным. И вот такое меня где-то вот второй, третий, наверное, где-то до 3,5 лет. Такой самый жесткий период. И я как раз в этот период снимала свое видео про мои мысли после 2,5 лет жизни в Да, Лондоне. я помню. Я, кстати, его смотрела перед переездом. И оно было жестко негативным. И мне кажется, оно поэтому хорошо залетело, потому что, не знаю, это как-то абсурдно, но почему-то люди очень любят, когда какой-то негатив говоришь. У меня Не то знаю, же самое. может Все быть, видео с да. негативом. Может быть, он еще такую аудиторию подцепил, как будто бы не иммигрантскую в основном, а людей, которые как раз, может быть, хотели переезжать, но не переехали. Они такие, ха-ха, вот так вот отвратительно, у вас там жить, вот я молодец, я не переехала, вы там мучаетесь. И потом уже я через год сняла позитивное видео, более позитивное, вот с таким, с моим сегодняшним настроем. И оно вообще не зашло, потому что... Потому что Да. оно более такое, знаешь, ну, гармоничное. То есть ты Да. там, я его помню, ты говоришь там, и опять же, ты говоришь и про негатив, но ты говоришь и про... Да, Только- и да. Не так и интересно получается. И получается четвертый этап это такое просто принятие, когда ты уже адаптировался, ты уже наладил быт, ты уже у тебя есть какая-то уже работа, скорее всего, там, ты уже как-то успокоился, нашел себе круг общения, наладил уже какие-то там постоянные поездки в родной город, встречи с друзьями, с семьей, и уже как-то все устаканилось, и вот, все уже какое-то такое принятие произошло, ты уже все минусы понял, все плюсы понял, уже тебя ничего в этой жизни не удивляет. И, ну, можно сказать, что уже как бы, да, страна становится твоим вторым домом. Мгм. Ну, знаешь, у меня очень странная история, потому что по факту в Лондоне, в Англии я 8-й месяц. Но если смотреть все вот эти процессы про Москву, про выходов, да, то, что друзья живут за свою жизнь, это все со мной происходило как раз 3 года назад или там больше уже. И получается, что как бы в плане адаптации в Лондоне я на 8-м месяце, а в плане адаптации к самому процессу жизни вообще в какой-то другой стране, неважно какой, я как бы уже фактически на третьем Да, заряде. да, у тебя очень интересный случай. Я вообще не представляю людей, которые вот так вот... Я знаю, что так сейчас много, да, людей, которые именно поездили Много. по там 3-4 разным странам, пожили по полгода и там и сям. Вообще, мое вам уважение, конечно, это очень сложно. Я не представляю, тут в одну страну переедем, и с ума сойдёт. Это правда, но надо сказать, что когда мы жили на том же Бали, мы, в принципе, изначально воспринимали, что это временный вариант. Что мы туда поехали для того, чтобы решить наши вопросы с документами, принять решение, что дальше делать. Там мы жили на сбережении и так далее. Ну, муж работал здесь. И то есть это, знаешь, воспринималось как такой небольшой отпуск, ну как небольшой, там почти 9-10 месяцев отпуска. И ты такой живешь, типа, господи, просыпаешься, за каждый день благодаришь, что есть солнце, есть что есть. И типа, ну и на этом как бы ок. Пока отложим все серьезные решения. А потом, да, вот Германия, это были уже серьезные решения, потому что когда мы туда приезжали, мы хотели жить там долго, то есть мы немецкий учили, там дочка пошла в немецкую школу и так далее. То есть у нас намерение было уже там остаться. И вот там как раз меня, получается, мне кажется, вот там я пришла этот момент, где меня накрывало именно депрессией, что я абсолютно одна, я общаюсь только со своим мужем и со своей дочерью. Там особо друзей, это, опять же, я напомню, это Дюссельдорф, там нет никакого русскоязычного комьюнити. Серьезно? Прикольно. Интересно. Вот. Ну, то есть, может быть, оно там и есть, но нужно очень активно искать, а ты в таком ограниченном ресурсе в этот момент находишься, что тебе бы просто как бы вот быт бы построить, и все, и ты уже лег тряпочкой, потому что, ну, ты реально сильно устаешь. Да, то есть это все очень сложно, действительно, не с розовой очки. Я уверена, что у меня со временем тоже представление о Лондоне изменится. И сейчас я его воспринимаю гораздо радостнее, чем оно есть.
Ну, возможно, ты знаешь, это какой-то, как это сказать, какой-то защитный механизм для того, чтобы... Да, да, потому что иначе, если ты еще будешь смотреть только на плохое, вычленять это, ты вообще просто с ума сойдешь. Как ты думаешь, район, в котором ты живешь, влияет вот на восприятие? Да, конечно, 100% очень влияет. Очень важно выбрать хороший район. Это сложно сделать в Лондоне, потому что ты ограничен в выборе, и ну, твой выбор часто там влияет, если ты есть дети, если ты Бюджет? работаешь, твой бюджет, да, там какие-то другие предпочтения. Да, это довольно сложно. 100% влияет, потому что здесь очень много разных районов, и Лондон, он огромный, поэтому, да, ты можешь жить в Ричмонде, и это, по сути, такой, как пригород, можно сказать. Можешь жить там где-то в центральных каких-то районах, там, в каком-нибудь Кенсингтоне, я не знаю, где бюджет Это позволяет. разные жизни, Да, да, разный это, Лондон. да, разный Лондон. А можешь жить вот там в каком-нибудь Хатли. И это тоже там какой-нибудь Шордиче тусовочном. Вот мы жили, ну, и это тоже вообще не для всех. Ты сама сталкивалась, мы с тобой говорили про кражи, да, про всякие какие-то опасные ситуации. Сама лично ты сталкивалась? Нет? Это... Нет, даже пока нет. Я Надеюсь, не не будет. сталкивалась. Если бы у меня была задача снять какое-то вот такое трендовое видео про Лондон, где показать в Лондоне полный ужас, Палаточные бомжи, палаточные городки, ну я знаю пару районов, куда я могу вообще гарантированно прийти, поснимать вам и палаточный городок, и там наркоманы, И грязь. и грязь, и каких-то там просто сомнительных личностей, бомжей. Вообще легко. И точно так же я знаю места, чтобы снять видео про то, какой Лондон замечательный, Красивый. красивый, как здесь все чисто, вылизано и архитектура. Да, но Просто смотря куда прийти. здесь, как бы, если подвести итог этой темы, все зависит вообще от твоего бюджета, и от того, как ты выбрал место, где ты живешь. И это от этого зависит, будешь ли ты с этим ежедневно сталкиваться. Потому что ты периодически будешь с этим сталкиваться. Не будешь. Ну, периодически. Да, ну, если куда-то заедешь, да. Ну, просто, да, в Лондоне все очень сильно упирается в бюджет, потому что действительно это очень дорогой город, наверное, в топ 5-10 самых дорогих городов мира, я думаю, входит. Чтобы жить на каком-то просто адекватном уровне, снимать квартиру в более-менее нормальном районе и там нормально питаться, да, здесь придется платить больше, чем, наверное, в Европе, в любом другом городе Европы, Да. чем в любом другом городе Великобритании, ну и уж тем более там, чем в городах 100% просто, да, здесь стоит дороже. Я считала даже, как я снимала про это видео, я считала, сколько нужно на базовый минимум, вот совсем база, типа квартира, дорога, так чуть-чуть. Там у меня получилось, ну, я считала на семью, получилось 3 600. Многие разочаровываются, как раз приезжая конкретно в Лондон, потому что вообще не представляют, что вот эти базовые траты, их никак не сократить. Что типа ты, ну, знаешь, думаешь, что ну да, там все шикарно живут, но я в ресторан ходить не живу. Ну, вот, еще что-нибудь. Не, если еще и в рестораны ходить, то это уже будет там 5000. А это правда. Да. 3500 это такой прям минимум. Это если ты, да, не ходишь в рестораны, не заказываешь доставку. Да. Не учитывая какие-то, короче, экстра траты. Давай в завершение поговорим про то, как ты изменилась за то время, пока ты здесь живешь, 3,5 года, ну и про себя. Получается, я переехала совсем еще молодой, 23 года. Вот, я сейчас молодая. Ну, в плане вот у меня, мне кажется, просто вот эти годы, там, 23-30 лет, они такие максимальные, когда как бы твое становление. И уровень энергии Да, максимально большой. и то есть это вот такое максимальное время, когда ты уже как бы перестаешь быть ребенком, подростком, заканчиваешь универ, выходишь в свободное плавание, и вот у меня как бы все эти годы прошли в Лондоне. Я уже не представляю, как бы это было, если бы я была в Москве, и что бы поменялось. И, ну, естественно, я просто, да, выросла за эти годы, как бы из такой совсем девочки, вчерашней почти школьницы, студентки, уже превратилась в женщину.
Так вроде переезжаешь, тебе так чуть-чуть слегка за 20, потом что-то в какой-то иммиграционной суете, антидепрессантов 20, тебе уже по 30 стало. Вообще время быстро, да, Да, проходит? очень быстро время летит. Ой, мне один раз такое написали в комментариях. Вы не знаете, что в миграции время бежит быстрее, и вы быстрее состаритесь? Да, мне писали комментарии, типа, кто-то написал: Катя, вы можете снять видео про зумеров, типа, как зумеры, типа, относятся к работе, когда я снимала все про работу, и, типа, я зумер, старший зумер, и, типа, как мое поколение, типа, относится к поиску работы, к комментной культуре, а там кто-то написал в ответ комментарий: какие зумеры? Ей же лет 35. Но тут, видимо, год идет за Да, два. да, год за два уже как это. Мне по 30, но по ощущениям под 40, да. Но есть такое, но мне кажется, я сама по себе старая душа. Я всегда себя чувствую старше, чем у меня есть. Ну, у меня история такая, что... Сколько мне было? 28 мне было, когда мы как эмигрировали. Да, вот именно сам 22 год, это мне 28 лет. Я научилась видеть вообще опору в себе, потому что без этого никак. Ну, то есть, вот как я говорила, да, оглядываться назад и смотреть, что так, мы прошли вот это, мы это справились. Ну да, здесь, может, не очень справились, но смотрите, мы же живы, мы не под мостом. Вот. И как-то вот поспокойнее, да, то есть очень многие, тоже много мемов на тему того, что если ты прошел иммиграцию, ты очень много чего уже легче воспринимаешь. Это правда так. И не знаю, с чем сравнить этот стресс, каким-нибудь пожаром, переездом, ремонтом одновременно. Вот. А как меня поменял Лондон, мне здесь больше хочется общаться, коммуницировать. Я здесь чувствую больше такую энергию, что, типа, выходить в люди. Мне очень нравится здесь досуг, культурная жизнь, там, спектакли, музеи. Мне этого очень не хватало в предыдущих миграциях. На Бали там просто, блин, кибитка стоит посреди скалы. Да. Ну, то есть я вот больше, наверное, про это. У меня образование соответствующее, и круг общения в Москве был такой. То есть я здесь, с точки зрения среды, себя чувствую намного больше, как ты был где. Мне кажется, здесь точно тебе, наверное, более комфортно, потому что это больше похоже на Москву, то есть больше похоже на то, к чему ты привыкла. Такой общий вайб города, да, большого города. Вот это все, вот этот весь комплекс, он мне дал возможность в том числе и плохо вести, потому что у меня появилась потребность этой энергией и тем, что вообще со мной происходит, делиться. Вот, то есть я это все перестала в себе держать. Ну и вы уже, наверное, почувствовала, что вы здесь как надолго остаетесь. Я надеюсь. Моя дочь так не считает, как мы выяснили. Вот. Это ужасно жить на чемодане. Да. То есть это ужасно жить в состоянии, что ты здесь временно. А у нас большая часть миграции так пришла. То есть это Азия, а в Германии мы где-то год мы жили с ощущением, что ну да, мы здесь не всегда. А потом появился оффер, появилась подготовка к этому офферу. И мы уже, ты знаешь, когда ты идешь в магазин и думаешь, покупать ли мне лишний пакет какой-нибудь крупы, и мы не успеем ее съесть. Сейчас, конечно, видно, что это все в какой-то степени закончилось, по крайней мере, на данном этапе. Друзья, спасибо большое, что вы нас смотрели, были с нами. Это долгое видео. Поддержите нас, поставьте нам лайки и подписывайтесь на канал Кати и на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока!